Поединок с Дартом Вейдером закончился для Люка потерей правой руки и светового меча. Однако Темному Лорду так и не удалось убедить его примкнуть к нему, чтобы свергнуть Императора и править галактикой вместе. Люк сбежал, узнав перед этим правду. Он сын Дарта Вейдера. Снова объединившись с друзьями, молодой Скайуокер пытается оправиться от поражения и должным образом подготовиться к следующей встрече с Вейдером. У него накопилось так много вопросов о прошлом джедаев и его отца, но Йода, похоже, не собирался помогать ему с этим. Единственным местом, где он мог получить ответы на свои вопросы, оставалась хижина старого Бена Кеноби. Поэтому Люк, не теряя времени, садится в свой крестокрыл и отправляется туда, где все началось. Домой, на Татуин. Совсем скоро мы выясним, какие мысли и чувства охватили Скайуокера, когда он узнал, что Оби-Ван бросил его отца умирать на Мустафаре, хотя сам Люк до сих пор не может смириться с тем, что Вейдер действительно его отец. События, о которых пойдет речь далее, описаны в романе Райдера Уиндема «Жизнь и легенда Оби-Вана Кеноби». Выцветшее на солнце жилище старого Бена спряталось на отдаленном каменном склоне Юнлендской пустоши и имело обширный вид на западное дюнное море. Люк посадил свой крестокрыл неподалеку, желая как можно скорее убраться из-под палящих двойных солнц Татуина. К счастью, дверь в дом оказалась не заперта, поэтому он просто толкнул ее и шагнул внутрь. Быстро осмотревшись, Люк заметил лазейку в полу, которая вела в подвал. Спустившись вниз, он обнаружил деревянную коробку с зажимом для отпечатка пальца. Прижав к нему свой правый большой палец, он услышал легкий щелчок, после чего коробка открылась. Медленно подняв крышку, Люк увидел флеш-пакет, а за ним несколько прямоугольных предметов. Это были книги. Самая крупная из них представляла собой том в кожаном переплете и выглядела довольно древней. Присмотревшись внимательнее, Скайуокер заметил, что она также имеет зажим для отпечатка пальца. Поэтому он снова приложил палец к зажиму, и тот поддался без единого звука. Люк не удивился, найдя еще один флеш-пакет. Этот прикреплялся позади обложки книги. И он не удивился, что взрывчатка не сдетонировала. Что его действительно удивило, так это рукописные слова на первой странице книги. Люк, флеш-пакеты были необходимыми мерами предосторожности. Я верю, ты справишься с ними. Будущее рыцарей-джедаев в твоих руках. Читайте книги и используй их с умом. Да пребудет с тобой сила. Оби-Ван Кеноби. Люк поморгал, глядя на слова, словно хотел убедиться, что ему это не снится. Каждая страница была заполнена рукописным текстом. Когда различные слова и фразы привлекали его внимание, его сердце билось сильнее. Совет джедаев, Старая Республика, битва при Набу, лорды ситхов, храм джедаев, сепаратистское движение, битва при Джианозисе, войны клонов. Он начал листать страницы еще быстрее, просматривая текст в поиске имен Энакин Скайуокер и Дарт Вейдер, поскольку, начиная с поединка в облачном городе, его мысли занимали лишь два вопроса. Дарт Вейдер действительно мой отец? Если да, то почему Бен не сказал мне правду? Наконец, он нашел нужное ему место. Вскоре после того, как началась чистка, я узнал, что оказался среди немногих выживших джедаев, и что Палпатин взял себе нового ученика, моего бывшего ученика, Дарта Вейдера. Из-за Дарта Вейдера Энакина тоже не стало.
Когда я наконец приблизился к нему, то ничего в нем не почувствовал. Ничего, кроме чистой злости. В отличие от Вентрес, Вейдер не был жертвой прискорбных обстоятельств. Да, у него были свои битвы и поражения, но он не был слабым существом, которое боялось быть брошенным. Он был могущественным человеком, которому была дана возможность сделать себя лучше, но жаждал больше власти и выбрал свой собственный путь. Предать джедаев и стать ситхом. Он был моей величайшей ошибкой. Моя дуэль с Вейдером была ужасна по своей жестокости. В конце он был больше склонен убить меня, чем защищаться, и я слеплен гневом, когда я поверг его. Я оставил его искалеченного и обожженного на берегу лавовой реки. Добить его означало проявить милосердие, но к Вейдеру у меня не было жалости. Потому что я джедай, а не хладнокровный убийца. Все, что я смог сделать, это предоставить его своей судьбе. Убей я его тогда, думаю, что ступил бы на тот же самый темный путь, которому, как он решил, было невозможно сопротивляться. Но оставив его умирать, боюсь, я снова проиграл. Так как вскоре я узнал, что Вейдер выжил. Как и генерал Гривус, он стал преимущественно машиной, зловещей конструкцией из поршней, шестеренок, пластоида и проводов. Его смертные останки питались лишь темной стороной силы. Люк, галактика никогда не узнает мира, пока Дарт Вейдер и Император не сделают свой последний вздох. Мне сложно увидеть, что готовит будущее, но, к счастью, у меня есть миссия и продолжение изучения силы, которая поможет мне быть внимательным в настоящем, так же, как и ежедневное стремление выжить на Татуине. Что бы ни принесло будущее, я должен быть готов к этому. К тому времени, как Люк дочитал это до конца, он понял, что сдерживал дыхание больше минуты. Медленно выдохнув, он вернулся к началу, просматривая текст в надежде обнаружить упущенные моменты. Не найдя ничего нового, Люк заново перечитал вслух 2 строчки, которые особенно завладели его вниманием. Палпатин взял себе нового ученика, моего бывшего ученика, Дарта Вейдера. Из-за Дарта Вейдера Энакина тоже не стало. Слова звучали пусто. Хотя Бен немного написал о том, что Дарт Вейдер убил Энакина, но именно это он ему и рассказывал ранее. Его удивляло, как осторожно Бен выбрал слова, написав о том, что Энакин умер. Тогда он снова прочитал о том, как Бен, или скорее Оби-Ван, оставил Вейдера умирать. У Люка не было иллюзий, что Дарт Вейдер был убийцей. Вейдер также пытал принцессу Лею и Хана Соло. В облачном городе Вейдер изувечил Люка прежде, чем пригласить его присоединиться к темной стороне и помочь ему свергнуть императора. Но несмотря на ужасные вещи, которые сделал Вейдер, и несмотря на то, что Бен не испытывал милосердия к нему, Люк удивился, когда не почувствовал ужаса или злости при мысли о бронированном темном лорде ситхов. Мне его жаль. Когда фантомная боль вернулась в его правое запястье, Люку стало интересно, что же случилось много лет назад на берегу лавовой реки. Он до сих пор не был до конца уверен, что Дарт Вейдер его настоящий отец. Но как истинный джедай, он все же жалел этого человека. Возможно, уже тогда молодой Скайуокер понял, что не убьет темного лорда, а вместо этого, используя силу и свою любовь, он попытается вернуть его к свету.
Самым удивительным в этой ситуации является то, что Люк понимает решение Оби-Вана оставить Энакина на пылающем костре Мустафара. Однако он не может поступить так же. Он верит, что всегда нужно доверять светлой стороне, поскольку исцеляющая сила света – это единственная вещь, которая действительно способна победить тьму. Оби-Ван сделал свой выбор, но Люк стремится поступить лучше в надежде изменить судьбу своего отца. Если бы он действовал как обычный джедай, то, несомненно, потерпел бы поражение в борьбе с Вейдером и Императором, и погиб бы, как и все джедаи до него. Но молодой Скайуокер осознавал, на что способна светлая сторона, и решительно использовал ее для победы над силами тьмы. Понравилась история? Тогда ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и напишите свой комментарий. Именно по вашей активности под видео мы поймем, что такие ролики вам интересны. Спасибо за просмотр и до новых встреч в следующих видео.